Приветствую, друзья! Несмотря на истерики Трампа, русская армия продвигается вперед на поле боя, и каждый день фактически западные корпорации теряют, собственно, свою частную собственность в виде земли бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, ее недр, ну и, конечно же, чем меньше становится, собственно, образование украинское, тем, конечно же, проблематичнее будет держать в кабале народ, с учетом того, что 500 миллиардов долгов, как-никак, американцы наплодили на Украину как государство, поэтому выскочить из этой кабалы, очевидно, в нынешнем геополитическом конструкте, очевидно, не получится. И тут нужно понимать, кто, собственно, останется в Украине. Конечно же, станет счастливым обладателем 500 миллиардов долгов. И, конечно же, с учетом такого развития событий, очевидно, что в продвижении русской армии в первую очередь заинтересованы те, у кого есть украинский паспорт. Потому что тогда у них появится гениальная возможность не возвращать американцам эти 500 миллиардов и иметь альтернативы, нежели земля и недра в частной собственности западных корпораций. Пока западные страны еще удерживают вертикаль в натовской частной военной компании ВСУ, и предатели народа фактически выполняют функцию пособников гауляйтера Зеленского, и таким образом еще продолжается бойня на поле боя, и натовские наемники признают, что да, действительно, у русской армии есть продвижение, и они со слезами, можно сказать, на глазах своих позорных все-таки отмечают эти продвижения нехотя на своих различных картах. Естественно, это все сопровождается методичным уничтожением натовской техники. Вот, например, эпичная детонация натовской БМП, которую послали в контратаку на позиции наших войск с очевидным результатом. Ну и, собственно, также на этом фоне ВКС РФ очень активно продолжает работу, и на вот этой вот инфографике можно заметить, каким образом дроны Камикадзе Герань, ракеты Калибр, ну и, собственно, Искандеры, конечно же, и гиперзвуковые кинжалы все-таки вот били по военным объектам натовской частной военной компании ВСУ. Самое интересное в этой атаке, конечно, то, что сегодня около 9 часов утра все-таки гиперзвуковыми ракетами ударили еще раз по аэродрому натовской авиации в Староконстантинове. И, судя по различным данным, все-таки именно туда с Германии вот сгружали комплексы ПВО Патриот, естественно, радары, пусковые установки и так далее. Ну и, собственно, там эти установки продолжают методично уничтожать. При этом, по нашим данным, очень даже результативно. Не забывают ВКС РФ также и про военные предприятия, где проходит крупноузловая сборка натовских систем вооружений, и, конечно же, по ним регулярно прилетает. Это касается и, конечно, города Сумы, и города Харьков, и, конечно же, Днепропетровска, и Одессы и так далее. И, естественно, натовские наемники не гнушаются тем, что даже здание филармонии вот в Кировограде используют под конкретно военные цели. И, конечно же, никто при ударах ВКС РФ по зданию филармонии, конечно же, не пострадал, потому что там, кроме натовских наемников, никого не было. На этом фоне западная пресса выражает глубочайшую обеспокоенность тем, что на российском заводе в Алабуге там все-таки уже продолжают расширять производство дронов Камикадзе Герань. И с учетом спутниковой разведки натовской, то масштабы этого производства не просто поражают воображение. И может так получиться, что даже несмотря на проведение вот СВО и вот борьбы с блоком НАТО, эти вот дроны Камикадзе Герань Россия сможет еще и поставлять другим странам, может даже и Китаю. И поэтому, конечно, с учетом вот таких вот масштабов строительства, очевидно, западные страны начинают возмущаться тем, что все-таки 1000 или 2000 гераней в сутки прилетов — это не какая-то фантастика, это ближайшее будущее. Однако российский ВПК на этом, конечно же, не заканчивается, потому что на Уралвагонозаводе уже показали новые беспилотные вот системы, которые очень скоро, судя по всему, мы увидим на поле боя. И вот фактически вот такие вот беспилотные штурмовые системы, которые пока называются «Шквалом», очевидно, сейчас вот готовятся к серии. И вот, конечно же, когда мы видим подобного рода технику, в первую очередь можно заметить, что ее готовят к даже вот уличным боям в
жилой застройки, потому что укороченное дуло, оно об этом свидетельствует. Ну и, конечно же, комплексная система РЭП и, собственно, с учетом вот применения натовских FPV-дронов, также вот соответствующая динамическая защита и так далее. Все это предусмотрено, и сейчас Уралвагонозавод, судя по всему, подобного рода беспилотные танки и беспилотные БМП будет активно очень скоро производить. И это, конечно, на поле боя крайне необходимая история. Особенно если на этих вот бронемашинах установят еще и лазерную систему ПВО против FPV-дронов, то это, конечно, будет, можно сказать, программа максимум, потому что такие вот бронемашины действительно смогут прорывать просто очень серьезные заграждения натовских наемников и, очевидно, выбивать самое главное сейчас у них, а это конкретно вот дроны, потому что сейчас основные потери русской армии несет даже не от артиллерии, а конкретно вот натовских FPV-дронов и дронов на оптоволокне. Поэтому сейчас, очевидно, это вот главный приоритет. Естественно, натовские страны очень внимательно следят за успехами русской армии, поэтому сейчас уже усиливают, конечно же, различные свои кибератаки на инфраструктуру Российской Федерации. И вот конкретно сегодня подверглась атаке инфраструктура Аэрофлота, а это все-таки самая крупная авиакомпания в России, и по различным данным, которые, кстати, подтвердила вот прокуратура российская, все-таки это была самая настоящая кибератака, которая очень серьезно и долго готовилась, и, скорее всего, не без помощи вот пособников внутри компании, которые нужное программное обеспечение занесли на внутренние сервера, и, собственно, очень много вот серверов удалось отформатировать различным вот этим вот хакерским группам, которые участвовали в этой атаке. Это привело к серьезным последствиям и отмене очень многих рейсов, и на этих кадрах можно заметить, что в аэропортах наших российских это, конечно же, привело к тому, что очень многие люди не смогли попасть в пункт назначения, и сейчас, конечно же, авиакомпания в ускоренных темпах пытается вот эту ситуацию решить и вот восстановить свою инфраструктуру. Для современной гибридной войны кибератаки это, можно сказать, норма, поэтому сейчас, конечно же, когда такая кибератака прошла, здесь в первую очередь нужно понимать, кому это выгодно. И здесь, очевидно, натовские страны это главные бенефициары, потому что нужно было нанести удар максимально вот такой тяжелый для того, чтобы вызывать внутреннее такое негодование в России. И, конечно же, именно в этой логике сейчас вот действуют и натовские дроны-камикадзе, которыми регулярно обстреливают жилые дома, именно вот прицельно именно бьют по жилым домам. Хаймерсами обстреливают жилые кварталы Донецка, и сейчас вот натовские спецслужбы, а конкретно АНБ, Пентагон и киберподразделения Ми-6 атаковали вот авиакомпанию Аэрофлот, потому что, очевидно, это вот просто серия последовательных действий, которая направлена на конкретно террор против мирного населения России. Нужно понимать, что западные спецслужбы, конечно, действуют синхронно со своими публичными официальными говорящими головами, и уже сегодня Трамп заявляет, публично оказывается, что он передумал, и уже не 50 дней будет отведено Соединенными Штатами для России на заключение некой мифической сделки, а уже вот все-таки решил Трамп сократить эти вот 50 дней и оставить уже 10-12 дней на вот заключение какой-либо сделки, иначе, собственно, будут антироссийские санкции, да-да, те самые, которые уже побили просто все рекорды и которые, конечно, уже являются тотальными и уже просто измеряются десятками тысяч. Мало того, истерика Трампа на этом не закончилась, и главный, в кавычках, голубь мира начал вдруг кукарекать о том, что теперь ему уже все понятно, и теперь ему даже не нужно встречаться с Владимиром Владимировичем. Ну, а, собственно, если мы видим, что голубь мира не хочет встречаться для того, чтобы достичь мирного соглашения, очевидно, у этого голубя мира не все в порядке с головой. Возможно, кстати, сказалась эйфория от заключения сделки с Евросоюзом, потому что Трамп действительно прогнул максимально жестко Урсулу фон дер Ляйен и действительно навязал Евросоюзу очень невыгодное торговое соглашение, по которому Евросоюз не имеет права вводить какие-то пошлины на американские товары, но против товаров из Евросоюза будет пошлина в 15%. Но это далеко не все, потому что еще на 600 фактически миллиардов в течение 10 лет Евросоюз вынужден будет покупать американские
американское очень дорогое и очень бесполезное оружие. Ну и, конечно же, это все оружие Евросоюз будет передавать натовской частной военной компании ВСУ. Но и это еще не все, потому что, конечно же, Урсула фон дер Ляйен согласилась, чтобы покупать именно американский газ и нефть, и, естественно, по цене максимально завышенной, чтобы как можно денег больше Соединенные Штаты отправить на развитие американской экономики. И, конечно же, очень многие национальные правительства стран ЕС в шоке от подобной истории. И очевидно, что вот прошло вот уже фактически там 2 дня, но какого-то текста соглашения, которое подписала Урсула фон дер Ляйен с Соединенными Штатами, его еще нет. И фактически страны Евросоюза, они просто вынуждены брать под козырек указания Урсулы фон дер Ляйен, даже не видя в глаза конкретных документов, там, где фиксируются все вот эти договоренности главы Еврокомиссии. И получается, Урсула фон дер Ляйен, как, знаете, достойный агент ЦРУ и МИ-6, уже декларирует, что Европа теперь обязана покупать именно в Америке газ и нефть на очень гигантские суммы денег. Ну, а, собственно, конечно же, меньше покупать у Российской Федерации. Конечно же, руководство национальных, собственно, вот правительств просто в шоке от всех этих моментов, потому что их фактически вот приравняли к, знаете, вот какой-то вот районной администрации, можно сказать. И, конечно же, здесь и Макрон, и Орбан, и Фицо, и много других персонажей, по факту их всех просто поставили перед фактом. Посмотрим, как эта история будет развиваться, и все-таки насколько жестко удастся прогнуть Урсуле фон дер Ляйен, конкретно национальные правительства стран Евросоюза, выполнять вот эти вот комичные вот и фактически ущербные сделки с Трампом. Но это, как говорится, в ближайшее время увидим. Ну, а вот, например, Бразилия, с учетом вот публичного конфликта и вот отсутствия договоренности с США, уже объявила о том, что теперь Бразилия будет платить на развитие БРИКС в 2 раза больше, нежели раньше выплачивала. По факту, таким образом, Бразилия обозначила, что видит свое будущее с цивилизованными странами, а не с англосаксонскими варварами. На этом фоне в Нидеррейхе главный гауляйтер заявляет, что безотлагательно срочно примет закон, по которому вернет все как было, и Национальное антикоррупционное бюро будет продолжать работать, как и раньше, под эгидой посольства США. И, знаете, извиняется там и так далее, обвиняет и депутатов, и главу СБУ Малюка и так далее. В общем, кого только не обвиняет. При этом также, собственно, можно заметить, что западная пресса не прекращает смешать Зеленского с различными фекалиями, потому что, судя по всему, пока вот еще полномочия вот не вернули, очевидно, еще закон не проголосован, поэтому данный процесс обливания дерьмом Зеленского, как мы видим, в западных СМИ просто будет продолжаться, пока эта ситуация не вернется на круги своя. Параллельно с этим Зеленский делает достаточно комичное заявление о том, что он теперь будет покупать азербайджанский газ, потому что, как мы знаем, Алиев вскрылся и обозначил свою позицию, что он поддерживает блок НАТО и желает удачи натовской частной военной компании ВСУ. Поэтому сейчас вот Зеленский решил у Алиева покупать нефть и газ, и, конечно же, это проблематично. Поэтому сейчас, с учетом максимально жесткого количества наценок с различных стран Евросоюза, через очень-очень большое плечо, фактически частичку «Нафтогаз» Украины будет покупать у Азербайджана, и это, конечно же, будет очень серьезно бить по финансовым возможностям самого натовского Нидеррейха. При этом для режимников Зеленского определенно есть прогресс, потому что аналитики посчитали, оказывается, чиновники получают обычно в 2 раза больше, нежели средняя зарплата вот в Украине. И такая тенденция, она, конечно же, свидетельствует о том, что блоку НАТО очень важно чиновников держать в серьезном подчинении, чтобы система была управляемая. Поэтому, конечно же, пособникам режима Зеленского платят максимально много денег, чтобы они были послушные и покорные. А вот с обычными людьми так не получается. Его даже уже полицаев начинают избивать, причем даже женщин, потому что полицейские женщины сейчас вот
такая тактика у них. Они кидаются на женщин, которые заступаются за мужчин, которых пытаются похитить банды ТЦК и полицая. И поэтому, можно сказать, конфликт между женщинами происходит. И вот конкретно уже в Одессе полицайку избили местные жительницы. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка на мой телеграм в описании, либо вбивайте в поисковики запрос Дмитрий Василец, телеграм, и все у вас получится. До скорого.